Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан звонит Джевдету и сообщает ему, что его мать умерла, и спрашивает о Цеврии и детях. Когда Джевдет вешает трубку и сообщает, что мать Дилана умерла, господин Сеет расстраивается и винит себя. Отказ Гэжи Сабихи есть и пить что-либо беспокоит Хевина. Но госпожа Сабиха очень расстроена и плачет, потому что ей приходится держаться подальше от Дилана. Пока Дилан сидит в своем кабинете, входит Бэрон с 2 чашками чая. Дилан рассказывает о своем разговоре с Джевдетом и говорит, что хотя она и думала, что мы никогда не сможем разговаривать так, как раньше, этого не произошло. «Хоть он и не мой брат», — говорит он, — «мы всегда ждали, когда мой брат станет отцом, я рад, что вы прислали свою охрану». Он говорит, «Отныне я хочу жить без страха и беспокойства». Бэрон рассказывает о своем последнем рисунке и говорит Дилану, «Я пытался отразить то, что чувствую, когда смотрю в твои глаза». Дилан уходит, говоря, «Я очень сильно тебя отвлек, отпусти меня сейчас и вернусь позже». Он загоняет Ферат Гуль в угол на кухне и хочет ее поцеловать, но когда слышит голоса, убегает. Дилан и госпожа Кадер приходят на кухню, затем, пока госпожа Кадер одновременно обнимает Гуля и Дилана и смеется, приходит госпожа Азади и кричит Дилану, что она заплатит за них всех. Госпожа Кадер поддерживает Дилана, который расстраивается, когда госпожа Азади уходит, говоря ему, чтобы он не беспокоился. Пока госпожа Сабиха думает, что Дилан несчастлив в особняке и думает о том, как ей стать ближе к нему, она думает сделать ему предложение о работе. Дилан уснула, читая книгу на диване в своей комнате. Подходит Бэрон, осторожно берет предыдущую книгу, убирает ее, а затем обнимает Дилана и несет его в кровать. Дилан просыпается, снимая обувь после того, как уложил его спать. Госпожа Сабиха готовится испечь любимое печенье Дилана и поехать к нему за деловым приглашением. Сказав Дилану, что он выглядит потрясающе, Бэрон говорит, что у него сегодня есть работа, и я останусь в компании. Когда Дилан говорит, «Не волнуйся обо мне, ты можешь работать в компании столько, сколько хочешь», Бэрон говорит, «Будь сильным». Дилан говорит, «Не волнуйся, я тоже Коробей, я буду сильным, пока с моими отцами ничего не случится, но с тобой я чувствую себя легко». Он говорит, «Кстати, ты тоже выглядишь великолепно». Когда поэт Джавахир спрашивает барана Коробея, как нам добраться до него, когда перед ним так много пешек, Джавахир говорит, «Не торопитесь». Хасан принимает меры для реализации своего плана. Пока баран собирается вывести Дилана на прогулку, Джихан спрашивает, может ли он отвезти меня в школу, и они все вместе выходят. Ферат готовит сюрприз для Гуль, и когда он слышит ее шепот по телефону, он спрашивает, разговаривает ли она с Дерией. Когда Гуль слишком сильно давит на Ферата, Ферат говорит, «Я собирался тебя удивить». Пока Дилан разговаривает с Геном Кудретом и пытается объяснить свою проблему, господин Кудрет говорит, что есть вещи, которые ты не можешь сказать, очевидно, ты баран, это невозможно, ты не отпустишь его, ты отдашь за него свою жизнь. Когда Дилан говорит, скажи мне, если хочешь, нечего сказать. Когда Кудрет говорит, отец, я понимаю тебя, дочь моя, я знаю, что люди делают, чтобы защитить свою семью. Они разговаривают и обнимают Дилана Кудрета. Когда господин Сеет узнает, что Джевдет рано ушел из дома, он в панике хватает пистолет, чтобы преследовать его. Когда госпожа Севрии и Ханифе видят пистолет, они впадают в панику, и господин Сеет говорит, что госпожа Азади и Хасан узнали, что Дилан был усыновлен. Ферат говорит Гулю, что скоро настанут дни, когда мы сможем с комфортом путешествовать в особняке, и говорит, что сегодня мы как молодожены весело проведем время. Хевин узнает, что Джавахир занимается контрабандой исторических артефактов. Когда госпожа Сабиха спрашивает, замешаны ли Коробеи в этом бизнесе, Хавин объясняет, что такого нет, это всего лишь деловое партнерство. Гуляя по саду, Дилан встречает дядю Ахмета.
Когда вы рассказываете дяде Ахмету о своих проблемах с семьей, дядя Ахмед говорит, что вы можете двигаться вперед, извлекая уроки из своего опыта. Когда дядя Ахмед говорит ему «все будет хорошо, не волнуйся», Дилан чувствует некоторое облегчение. Тогда к ним приходит Баран и говорит: «Как дела, дядя Ахмед? У меня все хорошо, моя дочь Дилан пришла, мне лучше, вы тоже должны быть добры друг к другу», и уходит от них. Госпожа Ханифе очень волнуется и отправляет господина Сиита в Цеврии, говоря: «Возьмите Джидета и приходите, здесь есть охрана, мы будем в безопасности». Когда Ферат показывает место, которое он приготовил для Гуля, Гуль очень радуется. Беран оставляет Дилана на работу. Дилан идет в беседку и садится, и в этот момент приходит госпожа Сабиха. Когда госпожа Сабиха дает Дилану печенье, которое она испекла для него, Дилан улыбается и показывает Гэже Сабихе место. Когда Сабиха спрашивает, как он поживает, Дилан снова говорит о своей матери. Госпожа Сабиха завершает эту тему и говорит: «Я увидела, какая решительная и сильная женщина Дилан». Затем он делает предложение Дилану и говорит, что реакция Берана на меня может ему помешать. Когда Дилан говорит «да, но у него есть веские причины», госпожа Сабиха говорит, что вы можете убедить Барана. Пока они разговаривали, подошла госпожа Азади и сказала Дилану обидное слово. Госпожа Сабиха не выдержала и сказала: «Ты осознаешь, что причиняешь Дилану боль?» Когда госпожа Азади говорит: «По какому праву вы имеете говорить мне, как разговаривать с моей невесткой?», госпожа Сабиха не выдержала и попыталась заговорить. Дилан заставил ее замолчать, сказав: «Не надо. Я не вмешиваюсь в семейные дела». В этот момент приходит Баран и спрашивает, что здесь происходит, отправляет госпожу Азади внутрь, а госпожа Сабиха злится, потому что вы вмешиваетесь в наше семейное дело. Госпожа Сабиха – это тоже прилагательное. Вам следует постараться защитить ее больше. Если Дилан согласится, я готов защищать ее больше как моего сотрудника. Рассмотрите мое предложение, дорогая. Когда Беран спрашивает Дилана, что он предлагает, Дилан отвечает: «Пожалуйста, у меня нет сил снова спорить». Госпожа Ханифе приглашает господина Сиита к пассажирам, но очень волнуется. Когда господин Сеид собирается покинуть сад дома, он видит Хасана и его людей, и Хасан машет ему рукой. Господин Сеид немедленно хватает свой пистолет и немедленно стреляет. Когда вспыхивает взаимный конфликт, госпожа Ханифе и Севрия сходят с ума от страха внутри дома. Боль Севрии прекращается, она видит, что у нее течет кровь, и начинает плакать о своих детях. Беран спрашивает Дилана, что предложила госпожа Сабиха, и когда Дилан рассказывает ей, Беран говорит, что ты, должно быть, сказал «нет», потому что я не хочу, чтобы ты работал с ней. Дилан говорит, что если вы позвольте мне подумать о решениях, касающихся моей собственной жизни. Беран говорит, что если ты действительно хочешь работать, нам также нужен такой трудолюбивый человек, как ты. Но когда Дилан говорит: «Я не хочу работать в Корабейлере, я хочу заниматься собственным бизнесом», Баран говорит: «Тогда давай найдем для тебя работу». Дилан не соглашается, говорит Беран: «Тогда давай найдем тебе другую работу», но с Сабихой не получится, она нарушит наш покой, я ей не доверяю. Хоть Дилан и говорит, что он уже не такой, в прошлом он допустил некоторые ошибки, но сожалеет об этом, сейчас я вижу его в глазах хорошего человека. Баран говорит, что я определенно не хочу, чтобы ты встречался с Сабихой или иди к ней, вот и все. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.